Готовы ли вы к тому, что ваша реальность вскоре изменится до неузнаваемости? Пристегните ремни, друзья, потому что 25 апреля 2026 года произойдет событие, которое буквально перепрограммирует наш мозг и то, как мы воспринимаем этот мир. Вы можете почувствовать это еще до того, как сможете логически объяснить. Ваши мысли меняются, ваше видение будущего трансформируется, а разговоры, которые вас привлекают, становятся совершенно иными. Это не просто смена обстоятельств. Это пробуждение коллективного разума. Если вы чувствуете это электрическое напряжение внутри, это видео – знак того, что вы готовы. Всем привет! С вами Наталья Акрукс, ваш астролог. И я не просто рассказываю о звездах, я обучаю астрологии и провожу личные консультации, помогаю вам лучше понять себя и выровняться с истинным путем вашей души. Если вы здесь впервые, добро пожаловать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы стать частью нашего растущего осознанного сообщества. А за подробностями обучения и личных разборах переходите по ссылке в описании. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, о грядущей революции нашего сознания. 25 апреля 2026 года Уран переходит в знак Близнецов. Уран часто ошибочно воспринимают просто как планету хаоса, но с эволюционной точки зрения это планета освобождения. Это та самая вспышка молнии, озарение, которая показывает нам, что в этом мире возможно гораздо больше, чем мы могли себе представить. Уран приносит не просто перемены, а необходимые перемены, чтобы мы синхронизировались с тем, кем становимся. И теперь эта революционная энергия входит в Близнецы, знак, управляющих нашим разумом, нашими мыслями, общением, обучением и технологиями. Мы вступаем в новый 7-летний цикл, в течение которого человечество полностью перепишет способы коммуникации и восприятия информации. Представьте, что это электрический ток, проходящий через ваше тело. К вам возвращается любопытство, появляются новые вопросы, а старые убеждения отпадают сами собой. Уран говорит нам: «Эй, пришло время обновить вашу операционную систему». Чтобы вы понимали масштаб, давайте заглянем в историю. Последний раз Уран находился в знаке Близнецов с 1941 по 1949 годы. Вспомните, что происходило тогда. Это был период колоссального прорыва в технологиях связи, радарах, авиации и появления первых электронно-вычислительных машин, прадедушек наших современных компьютеров. Сейчас с развитием искусственного интеллекта, нейросетей и квантовых вычислений этот транзит Урана выведет информационные технологии на абсолютно невообразимый космический уровень. Коммуникация будет происходить буквально со скоростью мысли. Но Уран не действует в одиночку. Это часть гораздо более масштабного сюжета. Дело в том, что сейчас все высшие планеты меняют свои знаки в очень короткое временное окно, что указывает на редчайшую астрологическую перезагрузку. Сатурн и Нептун перешли в знак Овна. Это знак личности и лидерства «Я». А Плутон окончательно обосновался в знаке Водолея. Мы стоим на пороге совершенно новой эры, и Уран в Близнецах становится тем самым ментальным мостом между тем, что уходит в прошлое, и тем, что только зарождается. Это время, когда наши идеи становятся архитекторами нашей реальности, а инновации ускоряются до предела. Ваше сознание становится для вас дверью в новое будущее, а не клеткой ограничений. Однако любой рост сопровождается сопротивлением. Прямо во время этого мощного сдвига Солнце будет находиться в знаке Тельца. Солнце в Тельце – это земная, основательная, твердая энергия, символизирующая безопасность, стабильность и то, за что мы привыкли держаться. И оно формирует напряженный аспект – квадрат к Плутону в Водолее, который требует глубокой трансформации и поиска истины, которую больше нельзя игнорировать. Квадрат – это жесткий конфликт энергии. Это означает, что Уран призывает открыть разум, а Плутон вытаскивает на поверхность все, где ваш комфорт и безопасность превратили в застой и ограничения. То, что было вам знакомо, больше не поддерживает вашу эволюцию. Вы можете почувствовать сильное давление. Вас могут раздражать ситуации, где вас не слышат или ограничивают. Но знайте, это целенаправленное давление. Оно нужно для того, чтобы вы выросли из тех рамок, в которых никогда и не должны были оставаться навсегда. Одно из самых прекрасных проявлений Урана в Близнецах – это поиск резонанса.
Вы начинаете находить своих людей не просто по социальному статусу, а ментально и духовно. Тех людей, которые расширяют вашу перспективу и бросают вызов вашим старым установкам. Связи теперь будут строиться на основе общего осознания, а не только на общих воспоминаниях из прошлого. Иногда духовный рост означает встречать людей, которые соответствуют тому, кем вы становитесь, а не тому, кем вы были. Это время, когда вы обретаете свои интеллектуальное и духовное сообщество, свою звездную семью. Обращайте внимание на то, какие разговоры наполняют вас энергией и какие идеи заставляют вас чувствовать себя живыми. Как практикующий астролог я хочу дать вам конкретные рекомендации, как прожить этот период максимально эффективно. Первое. Оставайтесь любопытными. Близнецы обожают любопытство. Любопытство позволяет вам развиваться, не требуя стопроцентной уверенности и гарантий с самого начала. Уран вознаграждает тех, кто ищет открытий. Второе. Задавайте правильные вопросы. Хватит спрашивать, за что мне это или почему все меняется. Переверните сценарий, спросите себя, что мне показывает эта ситуация или какое будущее пытается проявиться через этот дискомфорт. Третье. Говорите свою правду. Близнецы управляют нашим голосом, а Уран требует подлинности. Это не значит, что нужно кричать с крыш. Это значит говорить ясно, доверять своим мыслям и перестать сомневаться в своей уникальной перспективе. Голос имеет огромную ценность. Ваша главная задача сейчас – ментальная гибкость. Позвольте новой информации изменить направление вашей жизни. Запомните, эволюция требует адаптации, а адаптация всегда начинается в вашей голове. Я хочу подарить вам мантру на этот период. Я позволяю новому осознанию направлять меня к жизни, в которую я сейчас перехожу. Повторяйте ее, когда чувствуете страх перед переменами. Друзья, если это сообщение пришло к вам в нужное время, обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно, и подписывайтесь на канал. Я читаю все ваши комментарии, поэтому обязательно напишите внизу, в какой сфере жизни вы готовы начать мыслить совершенно иначе. А если вы чувствуете, что вам нужна личная навигация в этот период глобальных трансформаций, записывайтесь ко мне на консультацию или приходите на обучение. Все ссылки будут под видео. С вами была Наталья Акрукс. Меняйте свои мысли, и вы измените свою реальность. До новых встреч!